Ребят, Mikulka M9 Pro, Mikulka M3, версия на 64 гигабайта, получили Android TV 9 с root, а это значит, что еще и с автофреймрейтом. И это настолько круто, что эта сертифицированная приставочка теперь становится одним из очень даже крутых и классных приобретений. То есть, когда она приобрела root права на Android TV 9, это стало для меня вот полной неожиданностью. Через год после того, как была выпущена вообще эта приставка. Что я хочу сказать? Сегодня мы с вами в видео установим эту самую прошивку поэтапно, загрузим. Она устанавливается не просто как простая прошивка. Конечно же, ссылку на инструкцию положу в описании под видео, как и на саму прошивку. Она есть на FOPDA. Для того, чтобы зайти на FOPDA, вам придется пройти регистрацию на этом самом FOPDA. Прошивку я себе перекачивать не буду. Относится это к приставкам Mikulka M9 Pro, Mikulka M9 Pro Honor и Mikulka M3 только определенных ревизий. Я, кстати, положу ссылку на пост на FOPDA, как определить ревизию. Все приставки с Mikulka M3 шить нельзя. В частности, это относится к 128 гигабайтным версиям и некоторым 64 гигабайтным. Почему так? Потому что там есть разные варианты, вернее разные ревизии с разной памятью. И вот именно зависит от памяти, сможете ли вы потом использовать эту приставку или нет. Почему? Потому что есть все шансы окирпичить ваш Mikulka M3. С этим нужно быть аккуратными. И все, конечно же, что вы делаете на свой страх и риск. А я буду шить Mikulka M3 прошивкой Mikulka M9 на Android TV с root доступом, да еще и с предустановленными приложениями. Фактически с коробки мы получаем полунастроенную приставку. Там есть один определенный нюанс в настройке. Не будет показано приветственное окно привязки пульта. И мы обязательно вам покажем, как ее настроить до момента воспроизведения контента. Обязательно проверим FRD, как он у нас включает с вами именно поддержку. Он покажет поддержку, если доступ к root правам. Также мы с вами проверим тестовые ролики про брос звука, YouTube и 4К торрент очень бегло, для того, чтобы понять, что в прошивке ничего не поменялось и ничего не сломалось. Ну и, конечно же, ссылки на все версии Микулов, которые мы обозревали, лежат в описании под видео. В частности, это ссылки на обзоры и ссылки на сами Микулы. Сейчас мы однозначно уже рекомендуем заранее эту приставку. Почему? Потому что в ней сохраняется сертификация, Google Chromecast будет работать. Не путать, Netflix здесь нет, не было. Не знаю, насчет будет или нет, тоже не уверен. Но это теперь очень крутая приставка. Перед тем, как переходить, нажимаем подписаться и колокольчик, потому что пропустите все то интересное, что было, есть и будет у нас еще на канале. В частности, новые смарт-ТВ-боксы, девайсы, гаджеты, программы, видеокарты, сборки, вообще очень много всего интересного. Ну и, конечно же, розыгрыши ценных призовых подарков. Ссылка на очередной розыгрыш лежит в описании под видео, и это очень крутой ТВ-бокс. И даже если там этого ТВ-бокса уже нет, то, скорее всего, есть что-то более интересное. Ну и, конечно же, ссылки на наши паблики в описании под видео. Ссылка на наш второй канал тоже в описании под видео. И я перехожу на компьютер и говорю вам хавабанг, ребята, это же бубльгум, поехали. Как закачать прошивку и распаковать zip-файл, мне вообще вам, наверное, лучше не рассказывать. Потому что, это сделает самый простой человек. Если вы не можете распаковать ваш файл, то лучше вообще в это дело не лезьте. Нам понадобится с вами USB кабель папа. Я использую самый обыкновенный дешевый USB кабель. Ссылку положу нам в описании под видео. Также у нас с вами сейчас, вот мы видим, есть сам файл прошивки. Есть у нас архив zip. Есть USB Burning Tool, который вам понадобится в версии 2.1.7. И есть Update мануал, где есть сама инструкция. Распаковать soft zip в отдельную папку, например, C-Soft. Ребят, я ее распаковал в другое место, но для вас, вот чтобы не терять саму полностью аутентичность процесса прошивки, распаковал на диск C. Нам, конечно же, понадобится компьютер, забыл сказать. После этого мы с вами идем в USB Burning Tool. В данном случае мы видим дружественный интерфейс, в котором мы нажимаем Import Image и выбираем файл KM9 Pro TV9, который, в принципе, вы уже заранее скачали. После этого проходит проверка самого имиджа, и мы нажимаем Start. Что же мы делаем в данном случае с нашим Smart TV боксом? Во-первых, мы его включаем в USB вашего компьютера для начала. Второй конец мы с вами должны будем включить в USB 2, в черный USB 2 вашего Микула, зажав кнопку Reset в гнезде аудио-видео. Это обязательно. То есть я вставил и зажал. У меня диэлектрический инструмент, поэтому, пожалуйста,
пожалуйста, не нужно рассказывать, что я вставляю металлические части и что-то там замкну. Нет, он только не проводящий. В USB 2 вставляем и просто-напросто получаем с вами вот такую вот штучку. То есть там главное клацнуло, когда вы вставили в гнездо. У нас на экране сейчас появится с вами вот надпись Erase Bootloader. Мы вытаскиваем уже зубочистку, которой мы с вами это все зажимали. У нас пошел download U-Boot. U-Boot, пошло форматинг там, и все остальное. Процесс прошивки занял 4 минуты 20 секунд. По крайней мере у меня. Через USB 3, ну правда, здесь USB 2 принимающий у Микула, поэтому столь большой разницы не будет. Нажимаем стоп, но не отключаем приставку. Закрыли USB Burn-in Tool, он нам больше там не нужен. Далее нам с вами необходимо выполнить следующие команды, которые в принципе записаны здесь в самой инструкции. Но обычно люди просто-напросто не знают, что с этим делать. Не перезагружая, запускаем в командной строке Windows из папки C-Soft такие команды. Ну, нажимаем кнопку Windows и R. Здесь мы с вами вводим CMD. Нажимаем ОК. Мы с вами видим командную строку DOS, которая была очень привычна всем, кто сидел до появления Windows 95. На Windows 3.11 было невозможно Windows пользоваться. Нажимаем CD двоеточие 2 раза. В принципе, можно было по-другому, ну ладно. Нажимаем, вводим еще раз CD Soft и вводим следующие команды. Их можно просто-напросто скопировать. Update, вот, которая первая у нас. Мы ее ввели, все. Далее мы вводим Fastboot Flash and Unlock, следующую команду. У нас написано ОК. Fastboot Flash and Unlock Critical. И последнее Fastboot OEM Reset. Все. У нас вот выдала failed статус read failed to many links. В общем, он пошел в перезагрузку. Все. Можно отключать теперь от USB ваш Mikulka M3 и включать уже, подключать к самому монитору, к самому телевизору и смотреть, что из этого вышло. Поэтому поехали проверять. Если вы вот эти вот команды не выполните, то поверьте, ваш Микул будет в постоянном бутлупе, а это неправильно. Выключаем компьютер. Первая загрузка будет происходить очень и очень долго. Необходимо набраться терпения, но вываливается она не на момент подвязки пульта. Поэтому пульт работать сразу не будет, но он будет работать в инфракрасном диапазоне. Для того, чтобы его подключить, нам его хватит. Опускаемся вниз, направляем на приставочку, опускаемся до момента с русским языком. Опускаемся, опускаемся, опускаемся. Есть у нас русский. Настроить с помощью телефона Android мы пропускаем, это не сработает. Нажимаем пропустить. Подключаем к Wi-Fi. Все так же, конечно, вам придется первичное подключение провести, потому что с неподвязанным пультом. У нас установлено подключение к интернету. Используйте все возможности телевизора, то есть вам необходимо войти в Google аккаунт. Советую подключаться, используя телефон или компьютер сразу, который подхватит ваш аккаунт Google и подхватит, конечно же, все пароли Wi-Fi. Ну, в принципе, здесь подхватит, вернее, все те настройки приложений, которые синхронизируются через Google Play Market. Также вы можете использовать пульт DU, это тупо набить туда логин и пароль свой. Я набираю Android TV.com Setup и ввожу пин-код, который нам предложили ввести. Выбираем аккаунт, который вы хотите завести на ваш Smart TV Box и нажимаем Sign In на вашем телефоне. Мы видим, что у нас все готово. Далее мы принимаем с вами условия, разрешаем геоданные для того, чтобы погода у нас показывалась правильно. Помогаем улучшить Android, само собой. И мы видим уже интерфейс Android TV. В принципе, если мы зайдем с вами еще и в приложение, мы увидим уже предустановленные приложения. Первое, что нас интересует, это автофреймрейт. Идем в AFRD и проверяем. И у нас появился автофреймрейт. Ребята, у нас есть автофреймрейт на Микулах. Вот мы видим, что у нас есть автоматический подбор частоты в состоянии. Видим, что демон включен. Супер! Но нам нужно с вами для начала подвязать пульт. С приложением будем разбираться потом. Я так сразу в AFRD кинулся. Первое, что мы делаем, указываем название устройства, чтобы у нас заработал Chromecast. Нажимаем KM9 Pro. Неважно, какое вы укажете. Второе, идем в пульты и аксессуары. И нажимаем кнопку минус и кнопку ОК. И держим, пока не появится ваш пульт
Вот он появился определенный. Нажимаем, наводим на Mikulka M3 и нажимаем ОК. Все, ваш пульт уже подключается. Он теперь будет работать через Bluetooth. Он подключен, отлично. Теперь нам с вами необходимо проверить основные вопросы, которые есть у нас в работе Android TV сертифицировано. Поехали, голос. Самый лучший фильм. Ой, он мой голос записал. Самый лучший фильм найден в HD видеобокс. Короче, ребят, голосовая функция работает. В DRM Info зайдем. Так. Нас интересует Wideline L1. У нас сертификация есть. Все у нас с этим хорошо. Далее мы с вами должны проверить работу Chromecast. Обязательно. Сохранена ли у нас сертификация при получении root прав. Выбираем на нашем смартфоне YouTube. И мы видим, что у нас появилась в одной сети трансляция на KM9 Pro. Нажимаем KM9 Pro, экран изменился, появился YouTube. Мы можем выбрать что-нибудь, например, из моего видео. Пожалуйста, вот, кстати, на текущий момент текущая акция включила, она воспроизводится. То есть у нас полностью заработал Chromecast, все работает отлично, в полном качестве, это полная сертификация. Поэтому, ребят, у меня как бы вообще вопросов нет. А давайте мы еще с вами установим. Кстати, что здесь стоит из коробочки? Здесь стоит Vimo Player, Linky Keyboard, это клавиатура, Linkback, TorServe стоит, KinoTrend, KinoTor, HD Videobox, Aptoid, AFRD, ну и само собой здесь стоит YouTube. Сейчас мы YouTube проверим, потом проверим с вами проигрывание 4К торрентов и проверим еще с вами мультимедийные возможности. Поехали! Не сломали ли что-нибудь наши гуру прошивок? Не, 4К 60 FPS само собой идет более чем отлично. Сейчас работает 2К, мы сейчас включим 4К и перезапустим видео для того, чтобы убрать первые стартовые дропы. Смотрим. 0 дропов, стартовых даже нет, все работает идеально. Сейчас он берет от 5 ГГц 76 мегабит. Давайте скорость Wi-Fi, наверное, проверим. Все-таки здесь Tuki2R технология, отлично. С 4К YouTube все шикарно, он будет воспроизводиться просто круто. Кстати, у нас здесь появилась возможность открывать, подождите, Mikul, да, версия Android 9, у нас появилась возможность открывать вот чистые настройки, это тоже удобно, здесь вы можете некоторые функции использовать, какие, не знаю пока. Закачаем с вами обязательно root checker, нажимаем установить. Слушайте, прошивка реально прикольная в том плане, что она готова к использованию. Вы загрузили, поднастроили TorServe, поднастроили приложение, установили какие-то игрушечки, и вы сразу можете этим пользоваться с автофреймрейтом, и это очень приятно. Поехали, root checker, принимаем условия, нажимаем проверка root. Мы видим, что права root у нас есть, и они абсолютно правильные. Вот это тоже очень классно, мы можем реализовать очень много различных возможностей. Поднастроим с вами TorServe. Давайте по настройкам у нас стоит APK устаревшей версии, ставим новенькую. Слушайте, мне определенно нравится. То есть я получаю из коробки прошивку, в которой что-то установлено, в которой что-то уже настроено, ничего не надо качать. Она готова для просмотра, допустим, фильмов онлайн с автофреймрейт. Это просто невероятно. Поставим последний сервер, мы на нем обязательно протестируем, установить последнюю версию сервера. Все, 76-я версия сервера стоит, последняя на этот момент. Ну и в настройках накинем настройки, которые у нас, в принципе, стандартные. И уже не раз мы их на канале обсуждали. Окей, выходим. Конечно же, протестируем 4К торрент онлайн через через KinoTrend. Выберем актуальный на текущий момент фильм «К звездам», и у нас здесь вот есть на 45 гигов торрент файл. Поехали. Добавить играть. Всегда. Выберем Vimo Media Player, и мы имеем с вами проигрывание торрента 4К с автофреймрейт. Но мы с вами должны еще проверить один немаловажный факт. Это, скажем так, проброс звука 5.1, который мы можем сделать здесь через HDMI Bitstream. Ничего ли здесь не поломалось, то есть мы уже понимаем, что здесь есть и автофреймрейт, и все что угодно, но важно, чтобы мы понимали, что у нас в коде с тем же самым пробросом звука и что у нас в VLC. Для этого мы с вами установим и VLC, и кодик. VLC
VLC Media Player. Голос срабатывает, я только что набирал голосом, нажимаем установить. И давайте еще Kodi с вами установим. Давайте голосом. Kodi. Вот, Kodi у нас тоже срабатывает, тоже устанавливаем. Пока все это устанавливается, мы с вами должны еще установить очень быстренько спид-тест, чтобы проверить, не поломали ли нам здесь Wi-Fi модуль. Именно 5 ГГц меня волнует. Спид-тест пошел устанавливаться. Нажимаем открыть, выбираем наш тестовый сервер и поехали начать. Ну и с Wi-Fi здесь более чем отлично. 203 мегабита на загрузку, 190 на выгрузку. На текущий момент при текущей загрузки сети это очень хороший результат. Мы спокойно можем смотреть торренты 4К, в принципе, что мы с вами уже видели. Поэтому приставочка просто-напросто радует. Возвращаемся к теме Kodi и VLC. Идем в наши тестовые файлы, поехали. Ну и, конечно же, в Kodi мы проверяем проброс Dolby Digital и DTS звука. Это очень важно. Идем в аудио, вернее, выбираем сначала эксперт, идем в аудио в Kodi, в режим pass-through, и мы видим, что у нас есть и DTS, и Dolby Digital. Ну, Mikul никогда не мог воспроизводить True HD звук, но свой Dolby Digital и DTS 5.1 он воспроизводил достаточно честно, в режиме pass-through, конечно же. Поехали. DTS. DTS у нас транскодируется. DTS HD Hi-Res у нас транскодируется как DTS простой, то есть он его даунсэмплит в DTS простой. Dolby Digital звук, Dolby Digital Plus нас интересует, и здесь у нас все отлично с Dolby Digital Plus и Dolby True HD. Само собой, Dolby True HD у нас в Kodi нет. Он даунсэмплится до Dolby Digital Plus. Это тоже очень, кстати, неплохо. Ребят, в принципе, проверять больше ничего не вижу смысла. Все отлично работает, автофреймрейт работает, поэтому переходим и резюмируем данное видео. Ну что, приставочка у меня сейчас подключена, она еще на тестах. Но я могу вам сказать, что это сейчас одно из самых интересных предложений на рынке за его цену с сертифицированным Android TV 9, с автофреймрейт, с голосовым пультом, с голосовым поиском. Слушайте, то есть теперь вы должны пересматривать по факту, да вообще на них, получается, нужно перевыпускать сейчас все обзоры или просто-напросто под обзорами размещать ссылки на автофреймрейт. Дождались, ребят, Android TV 9 с root доступом. Ну и как следствие канал Технозон рекомендует Mikul KM9 Pro, Mikul KM9 III. Но не все Mikul KM3 нужно проверять. И Mikul KM9 Pro Honor к приобретению, с учетом того, что на нее можно поставить Android TV 9 с root доступом. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Mikul серия на канале Технозон. Пока, ребята.